Привет! На сегодняшний день рыбопоисковое оборудование достигло определенных стандартов и получило массовое признание водомоторщиков и рыболовов во всем мире. Однако есть нюансы. Я неоднократно слышал о том, что в глубоководных условиях, например, на Байкале или различных морях, все эти навороты и крутые фишки не работают. Но так ли это на самом деле? И вот чтобы все это проверить, участник сообщества рыболовов и водомоторщиков Алексей, пожелавший остаться, к сожалению, инкогнито, организовал для нас экспедицию на Черное море. Предоставил в наше распоряжение собственную лодку, часть оборудования, проживание в гостинице, ну и так далее. И при поддержке магазина Александра Ховрина, а также подписчиков, помогавших донатами, мы таки провели тесты бокового сканирования 3D, возможность использования УЗИ но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с того, что в настоящий момент в Крыму очень непростая ситуация, ввиду чего спутниковое геопозиционирование работает не всегда и весьма неточно, что сильно затрудняет проведение тестов. Мало того, чтобы обеспечить безопасность, введен режим пропусков, а бухты закрываются по расписанию. Но это далеко не все трудности, которые нас ожидали. Впервые в жизни, представьте себе, я выхватил морскую болезнь. До этого момента считал себя суперменом. Дело в том, что морские волны имеют совершенно другую амплитуду и частоту, чем речные или озерные. И если вы рыбачите или управляете судном, просто прогуливаетесь на лодке, то с вами ничего не случится и проблем не будет. Но стоит вам опуститься на дно лодки, сосредоточиться на переподключении одного оборудования на другое, или ремонтировать мотор, или плотно заняться настройками приборов или видеооборудованием, как в нашем случае. Все, считай, поплыл. Чтобы вы понимали, в дальнейшем нам это понадобится. Представьте, что вы плывете на лодке и видите аналогичную лодку в 50 метрах от вас. И вдруг не видите. Потом снова видите. И снова не видите. И вот такие волны, скрывающие друг от друга 10-метровые суда, у них называются штилем, мать его. Есть еще один немаловажный нюанс. В морской воде датчики, мотор, да и само дно лодки достаточно быстро обрастают растительностью и даже животными, всякими мидиями, ракообразными и вот этим вот. И для того, чтобы этого не произошло, рекомендуется на время стоянки судна не только поднимать подвесной мотор из воды, но и использовать подъемные крепления для датчиков. Так вы избавитесь и от дополнительных помех, и датчик прослужит значительно дольше. Ладно. Нередко подписчики задают вопрос о возможности использования сканирования структур дна, например, в поисках специфических точек обитания камбалы и других придонных рыб. Начнем с фаворита. Датчик HD Fish Reveal, работающий через блок S3100, наиболее продвинутый на сегодняшний день комплект от Lowrance. Результат прекрасный, но на относительно небольших глубинах. А при увеличении глубины мы все больше наблюдаем влияние на отрисовки бокового сканирования, раскачивание лодки волнами. И в какой-то момент, который сопровождается не только увеличением глубины, но и выходом на песчаное дно, изображение боковиков становится бесполезным. Кроме того, размер водяного столба в центре экрана бокового сканирования с увеличением глубины возрастает. И для отображения структур дна остается все меньше пространства, что естественным образом отъедает оставшееся разрешение, и чтобы разглядеть подробности, нужно либо прибегать к мультимониторной компоновке, которую я описывал в выпуске, где комбинировал две семерки, либо постоянно увеличивать один луч, но в этом случае вы сможете наблюдать только один луч. Считается, что у эхолотов Humminbird самое лучшее боковое сканирование. Кроме того, имеется фича. В программе бокового сканирования можно извлечь столб воды и тем самым освободить часть экрана для более подробного изучения структур дна в максимально доступном разрешении. В общем, возлагаю очень большие надежды на Humminbird Explorer с датчиком XM14. И да, как и в случае с датчиком Fish Reveal, структуры великолепны. Но
на глубинах до 30-40 метров. Затем наблюдаем, как с увеличением дистанции до дна возрастает влияние волн и картинка экспоненциально начинает ухудшаться. Причем совершенно не помогает комбинирование частот. В общем, и Hummingbird с морем не справился. Окей. Теперь посмотрим, что покажет Garmin с 56-м датчиком. И картинка красивая. Но, как и в предыдущих случаях, с увеличением глубины картинка резко ухудшается и становится бесполезным мылом. Давайте теперь установим датчик GT51. Это уже морской датчик, работающий на низких частотах. Посмотрите, какой он имеет размер. Уф. Включаем частоту 260 кГц. И да, он показывает результаты, хотя и с меньшими подробностями, но до 50 метров достаточно уверенно. Вместе с тем, с увеличением амплитуды волн, картинка становится все более нечитабельной, как и на предыдущих эхолотах. Печалька. Теперь давайте посмотрим на Raymarine Axiom 2 Pro с датчиком RV100. И в боковом сканировании получаем приблизительно ту же картину, как и на датчиках других производителей. Однако этот датчик 3D. И при наличии уверенного приема GPS, что, к сожалению, сейчас редкость, 3D себя великолепно проявляет. Наблюдаем якорные канаты судов, стоящих в бухте. Трос Бакена. Так выглядят боновые заграждения. А это мы в открытом море. К сожалению, и тут мы натыкаемся на те же ограничения. Хотя и чуть более высокие, 60-70 метров. И все то же влияние волн. С увеличением волнения работоспособность падает и 3D становится практически бесполезным. Но вообще-то я в восторге от этой технологии. И на морском мелководье, и на речном глубоководье фантастически крутой инструмент. Но в этом выпуске подробно его разбирать не будем. Итак, со структурным сканированием в целом все ясно. Грусть, печаль, боль, тоска. А как насчет технологии УЗИ? Давайте проверим морской датчик Garmin LVS62 и технологию LiveScope в целом. Этот датчик в режиме Forward имеет дистанцию обзора аж 50 метров, чего вполне достаточно для поиска пелагических стай рыб и отслеживания приманки во время троллинга, используя даунриггер. Конечно, у нас нету соответствующего опыта и навыка этого типа ловли в море, и тем более с данным оборудованием. Тем не менее, могу смело сказать, что данная технология имеет право на жизнь. Посмотрите, как отслеживаются приманки во время троллинга. Замечательно. Вместе с тем есть интересный момент. На испытаниях мы использовали ротатор ProBaits Alpha, но вот что обнаружили. На сегодняшний день производители топовых ротаторов не заинтересованы производить морские модели. Я отдельно переговорил с руководителями MindTarget, Pelorus, ProBaits. По их словам, на сегодняшний день отсутствует спрос. В целом соглашусь, учитывая трудности южных регионов, а сейчас проблемы даже встать на GPS-якорь. Но есть же Северные моря и Байкал, где не помешает популяризация данного вида оборудования и типа ловли. Сообразительный зритель сейчас задается вопросом, чем отличается морской ротатор от речного. И тут нужно вернуться в начало выпуска, где я совсем не случайно поясняю разницу между речными и морскими волнами. Для рыбалки в море подходит маленькая ПВХ-лодка, ну или рип, которая поднимается вместе с волной, что сглаживает скорость потока воды. Либо нужна лодка от 8 метров, в идеале 12-15. У лодок неизменно высокий борт, и в отличие от речной лодки, вам не удастся опустить руку, чтобы зачерпнуть воды.
теперь к конструктиву. Любые качания на морских волнах сопоставимы с выходом на глист на реке, так как, помимо прочего, нужно учитывать и высоту борта лодки, из которой вытекает длина штанги, что в свою очередь увеличивает рычаг. Я уже упускаю такие детали, как материал, диаметр штанги, отсутствие жертвенного анода и то, что мощность моторов рассчитана на 34-й датчик, и плотность морской воды, да и много чего. В то время как в море с 62-м датчиком на волнах ротатор превращается в хлипкую игрушку. В общем, речные ротаторы не так, чтобы подходят для моря. Причем любой топовый ротатор. Возможно, имеются самоделки или там какие-нибудь малосерийки, но это совсем другая история. Итак, возвращаемся на море и пробуем установить 62-й датчик на 36-вольтовый электроякорь «Кракен». Нужно отметить то, что для него необходимо специфическое крепление датчика УЗИ. Но не имея его в наличии, выкрутились фурнитурой из комплекта, предназначенного для китайских моторов. И могу смело сказать, что инструмент показал себя с положительной стороны. Прибор позволял с легкостью обнаруживать стаи даже самой мелкой рыбы. К сожалению, мы были ограничены в перемещениях из-за известных событий, да и GPS-навигация отсутствовала, поэтому мы не смогли попасть в сектора, где в это время года пасутся пелагические стада крупной рыбы. Но для тестирования эта мелочь подходит даже лучше. Давайте подытожим. В настоящий момент морская рыбалка с использованием высокотехнологичного рыбопоискового оборудования ограничена рамками 40-70 метров глубины в полный штиль, что несомненно огорчает. В то же время 62-й датчик показал себя с наилучшей стороны, даже несмотря на то, что в настоящее время отсутствует полноценный ротатор для моря. Ну, думаю, это вопрос времени. Так, если у вас появились дополнительные вопросы или вам есть что добавить, жду вас в нашем сообществе рыболовов и водомоторщиков, где помимо прочих открыта морская глубоководная тема. Еще раз хочу выразить огромную благодарность тем, кто поддержал данную экспедицию, особенно Алексею, оказавшимся максимально душевным человеком. И напоминаю, что в магазине Александра Ховрина для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Поэтому подписываемся прямо сейчас, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Ты слышал все, что я сейчас рассказывал? Я тебя и морским сделаю, смотри.